На пути развития профессионалов в области глубинной психологии встречаются сновидения, которые играют очень важную роль. Они показывают этапы развития человека, его возможности иметь дело с бессознательным, символическим уровнем, с уровнем архетипической реальности. Уровень архетипической реальности несет большой заряд энергии, и не всегда эго способна контейнировать его. Вот почему очень важно тренировать свое эго на способность контейнировать переживания, глубинные переживания свои и клиентов. Способность эго-психолога воспринимать такие образы, понимать их, одновременно не затапливаясь энергиями, которые несут такие образы, очень важный показатель его профессионализма. У психолога бывают ситуации, когда ему приходят образы, чтобы компенсировать затруднения в своей работе. В один из таких интенсивных периодов, находясь в достаточно мощном потоке образов, я увидел сон. Во сне я вижу себя на средневековом корабле, который движется на север. Это рыбацкое судно. Мы занимаемся уловом лосося. После того, как сеть наполнялась рыбой, и команда вытаскивала этот улов на борт корабля, тут же другие люди брали топоры и отрубали голову и хвост у этой рыбы. Команда укладывала их в нечто, что похоже на деревянный контейнер. Наконец мы приплываем на остров. На острове нас ждут люди с повозками. Один поток повозок везет рыбу в какую-то тайную пещеру, а оттуда мы получаем за это чистое золото, которое уложено в те ящики, где была рыба. Самое важное – это то чувство, которое меня наполнило в этом сновидении. Во-первых, это чувство абсолютного присутствия и чувство очень важной работы, которую вся эта слаженная команда делает. Это такое странное переживание, когда ты теряешь «я», как будто ты действительно тот самый, один из членов этой команды, который делает какую-то священную, сакральную работу, превращая выловленную рыбу в золото. Профессионалы в области глубинной психологии знают, что сновидения носят компенсаторный характер. Давайте внимательно посмотрим и попытаемся понять, что бессознательное в этом сновидении пытается сказать. Каков посыл бессознательного? Насколько бы ни был опытен психолог, тем не менее, есть пределы контейнирующей способности его эго переживать, перерабатывать материал, который приходит в его жизнь. В тот день я был изнеможен, я устал. Как правило, когда энергия уходит, мы начинаем ставить под сомнение свой профессионализм, мы начинаем делать ошибки, или нам кажется, что мы делаем ошибки. Мы начинаем говорить, что наш труд никогда не будет вознагражден. Мы начинаем себя жалеть, что тоже иногда правильно. Хотим заработать больше денег, и поэтому мы не отказываемся от каких-то часов. Но иногда мы доходим до ручки, и кажется, что все плохо, ничего не получается. И тогда как бы самость и наши глубины начинают с нами говорить. Существует в психике всегда для любого человека, для любой его частной эго-ситуации, частного конфликта, частным затруднением и частным неврозом всегда есть по ту сторону, в глубинах бессознательного, ответ, который уравновешивает чрезмерную эго-установку, ставит индивидуальные переживания в общечеловеческий контекст.
Поэтому для того, чтобы указать, что мы имеем дело с чем-то трансперсональным, бессознательное часто подтаскивает образы из прошлого. Средневековый корабль рыбаков, которые в холодном море делают важную работу, вылавливают рыбу из Северного моря. Это фактически служение. Ты замерзаешь, ты далек от тепла, от очага, от материнского, в мире холода, то есть в мире духа. И делаешь ты какую-то духовную работу. Образ рыбы или большого количества рыб присутствует в Библии. Алхимическая операция мультипликацию, то есть умножение рыб, которыми Христос накормил страждущих, этот образ связал образ рыбы, в частности лосося, с образом Христа. Мы не просто ловим их, чтобы отвести, мы их обрабатываем. Что-то укладывается в деревянный контейнер. Бессознательно делает работу с содержимым бессознательного, которое олицетворяет рыбы. Упаковывает, укладывает некие кластеры. Корабль движется на север. Образы севера, северного ветра – это, несомненно, глубинное переживание наших предков. Север – это земля мертвых. Север – это земля бессознательного. Не зря в «Игре престолов» указано на то, что север – это обитель мертвых. Северный полюс – это точка, одновременно связанная с 9-м кругом ада по Данте, а с другой стороны достижение этой точки, те, кто смог достичь ее, говорит о возможности выйти за пределы человеческого. Люди, которые действительно могли добраться до самой высокой вершины или до центра, до Северного полюса, это люди, которые как бы преодолели себя, преодолели свои человеческие ограничения. Это же относится и к космосу. Все это образы запредельного, надчеловеческого, духовного. Итак, существует некая духовная цель. И бессознательно говорит, что в контексте частностей моей деятельности как психолога я, тем не менее, делаю работу, которая не единолична, которая совершается в команде трансперсональной, трансцендентной. То есть эти рыбаки могут быть кто угодно, может быть, это средневековые мистики или алхимики, которые в посмертии собрались на этом корабле. Энергия того, что ты больше не Андрей, что ты просто рыбак на этом северном корабле, который идет к цели, к центру, чтобы сделать великий обмен. Итак, мы движемся к острову. Образ острова, далекого острова, на котором находится гора и в которой есть пещера. Образ пещеры, горы, какого-то таинственного места – это архетипический образ. И мы можем привести пример из Гарри Поттера, из «Дары смерти», где в одной из таких глубинных пещер холодного моря Волан-де-Морт прятал один из своих крестражей. Бессознательное не показывает что-то, но мы знаем, что результатом этого труда является обмен рыбы на слитки золота. Я, находясь на этом корабле, не делаю работу единолично. Мы делаем что-то очень важное, какой-то единый процесс бессознательный, который превращает рыбу, сырую рыбу в слитки золота, во что-то вечное. Естественно, одна рыба не может соответствовать слитку золота, потому что это несопоставимая цена. И бессознательно как бы показывает, что есть работа, которую очень сложно оценить. Ты не можешь найти эквивалент
огромное количество золота, которое везут рыбаки обратно, показывают бесценность этого труда, который вряд ли будет по достоинству когда-либо оценен. Твои усилия, возможно, никогда не будут окуплены. Твои усилия никогда не найдут адекватной проплаты, что только человек, который проходит анализ или глубинный процесс, может по-настоящему оценить, насколько сильно изменилась его жизнь, насколько много рыбы выловлено, в каких тяжелых северных условиях, через какой ад приходится проходить, чтобы эта рыба потом превратилась в золото. Слитки золота означает огромный источник энергии. Но ты не можешь получить это золото до тех пор, пока ты не пройдешь испытание, ты не будешь делать сложную, тяжелую работу, в которой ты в холодном Северном море, обдуваемым холодным северным ветром, направляешься в мир мертвых, чтобы увидеть, как в глубине этого мира мертвых проходит обмен, то есть трансформация рыбы в золото.